Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Чингук так осмотрел своего любимого бойфренда. Так сложно, очень сложно не любоваться Тэхёном. Чингук, ни в чем себе не отказывай, подойди и поцелуй наконец-то, чтобы мы все сорвали себе голос. Девятое место. Чингук отправил воздушный поцелуй Тэхёну. Я уже столько раз пересмотрела этот момент, что знаю его наизусть. Чингук смотрит Тэхёну в глаза, а потом, забыв про все на свете, отправляет ему воздушный поцелуй. Это было так дико и дерзко. Но Чингук знал, что он делал. Давайте вспомним это. Интересно, почему Чингук играл со своей губой, прежде чем Тэхён подошел к нему и имитировал поцелуй? Чингуку очень хотелось поцелуя от Тэхёна, но нельзя. К тому же он очень волновался. Восьмое место. Я так люблю этот момент. Чингук садится на колени Тэхёна и даже кладет свою голову на голову Тэхёна. Особое внимание обратите на их руки. Это выглядит так правильно и естественно. Седьмое место. Чингук и Тэхён просто нашли повод, чтобы лишний раз полапать друг друга. И главное, все надо поправить, чтобы бойфренд с иголочки был. И заодно потрогать, а то смотрите, посадили далеко, рукой тянуться приходится. Одно удовольствие на них смотреть. Такие красивые и влюбленные. Шестое место. Глаза говорят громче слов. Тэхён просто хочет видеть своего любимого и не терять из поля зрения. Пожалуйста, дайте Тэхёну такую возможность пожизненно. Этот особый способ флирта Чингука. Засыпать своего парня комплиментами. У
каждого из них есть свои очаровательные штучки, чтобы привлечь внимание одного к другому. Им всегда нужен контакт между собой, а как он будет выглядеть, неважно. Пятое место. Ревность Чонгука. Реакция Чонгука на поцелуй Джина и Тэхёна. Чонгук сразу стал таким серьезным. И то, как Чимин, то и проверяет реакцию Чонгука, потому что все понимают. Тэхёну просто жизненно необходимо, надо было это сделать. У него руки и бедра Чонгука есть магниты. Немного отвлечемся. Новое фото к монохром. Они такие красивые. Тэхён стал вирусным в Индонезии. Его фотография с надписью «Не забывай быть счастливым» выставлена на грузовике во время церемонии возвращения на родину. Брат Чонгука в числе подписчиков аккаунта Бама в Инстаграм. Многочисленные сообщения о том, что Чонгук создал аккаунт в Инстаграм для Бама, стали самыми популярными на разных форумах. Люди называют это Бамстаграм. Вот несколько комментариев от пользователей. Теперь я буду следить за Инстаграмом Бама, потому что он и его папа легендарные. Чонгук и Бам такие красивые и милые. Чонгук так сильно любит Бама, что завел Инстаграм, чтобы показать своего ребенка. Я буду каждый день следить за обновлениями. Я люблю Чонгука и его пса. У нас так много Бама последние дни, но мы не забыли о прекрасном Юнтане. Спасибо Тэхёну за то, что делится с нами такими замечательными моментами. Его забота и любовь к Тане заставляют умилять еще сильнее. Очень надеюсь, что в будущем мы увидим и Йонтанграм. На него тоже невозможно не залипать. Прекрасен как папа. Очень жду, что нам его покажут. Песики, которые завоевали мир. Увидела это, и меня расплющило от умиления. Такой сладкий, я не могу. Чонгук и его постоянство. Тэхён такой Тэхён. Он великий спойлерщик. У нас есть Тэхён, ласково известный как король спойлеров, который с 2021 года дразнил своих поклонников намеками и спойлерами о будущих событиях. Поклонники вспомнили о его тонких намеках и выразили свою любовь к его дразнящей натуре, а некоторые выразили сожаление по поводу того, что не связали точки раньше.
Несмотря на время, фанаты надеются на реализацию этих спойлеров, поскольку Тэхён продолжает подогревать ожидания и предположения такими заявлениями, как его желание что-то заспойлерить 5 декабря 2023 года. Обсуждение подчеркивает прочную связь между Тэхёном и его фанатами, демонстрируя их общее волнение по поводу того, что нас ждет в будущем. Фотокарточки с Тэгу. Легендарные фразы Чингука и Тэхёна. Чингук сказал: «Я был у папы в теле до его рождения». Тэхён сказал: «Мой отец родил меня». Диспатч рекомендует подписаться на Бами и поздравляет с 3 миллионами. Кстати, раз речь зашла о Диспатч, то давайте поговорим об этом побольше. То, как Диспатч особенно любит Тэгу. Буквально каждый раз намекая нам: «Эй, знаете что? Эти двое вместе». Каждый раз, когда они размещают что-то от Тэгу, почему это выглядит все увлекательнее. Статья о том, что Тэхён и Чингук сфоткали в стиле бойфрендов перед выходом нового сингла. Премьера Dreamers с публикацией фото и отметками Тэгу. Статья о том, что Тэхён в восторге от приготовленного Чингуком магуксу с маслом перилы и о том, что это лучшее блюдо за всю жизнь Тэхёна. Запуск трансляции с вылетом Чингука, заголовком, что улетает Тэхён. Трансляция вылета Чингука с заставкой шикарных рук Тэхёна. Публикация статьи о закрытой вечеринке Чингука в честь выхода его альбома с обнимающимся Тэхёном и Чингуком, создающими теплые чувства. Публикация селфи Тэгу перед самым зачислением. Диспатч фигукер – это уже давно не секрет. А Тэгу бойфренды. Коротко о том, что у Чингука и Тэхёна есть собственная новостная компания в лице Диспатч. Самое главное, что они всегда на их стороне. Это вышло на новый уровень. Чонбам Чингука попал в заголовки газет по всему миру, появился на национальном телевидении и стал самой горячей темой в социальных сетях. Бам устанавливает рекорд в Instagram, самый быстрый питомец с 4 миллионами подписчиков. Любимый питомец Чингука, Бам достиг замечательной вехи, став самым быстрым аккаунтом домашнего животного, который набрал 4 миллиона подписчиков в Instagram, что сделало его самым популярным аккаунтом в Instagram, созданным в 2024 году. Этот рекордный подвиг также привел к тому, что посты Бама собрали более 2 миллионов лайков всего за один день, демонстрируя огромную популярность этого пушистого друга. Быстрый рост числа подписчиков Бама в Instagram подчеркивает прочную связь между фанатами и их кумирами, а также всеобщую любовь к очаровательным домашним животным. Бам, как его отец, бьет все рекорды Чингука. Он глобальная звезда. Четвертое место. Это взгляд Тэхёна. Если бы не камера, Тэхён бы его зажал. Он съедал Чингука глазами. Обожаю такие моменты. Секунду назад Чингуку было скучно, но стоило заговорить Тэхёну, все, Чингук застыл. Хотя он не просто застыл, он залип.
Третье место. То, как засветился от счастья Тэхён при виде Чонгука. Тэхён сказал: «Я научился боксу у Чонгука». Чонгук ответил: «На самом деле я не учил его, а делал это, чтобы повеселиться с Тэхёном». Черт, как воспринимать это фото, зная, что Чонгук и Тэхён вместе отправились в приватное путешествие. Там дурачились, наряжались в наряды мамы и папы. Видимо, это фото знаковое, раз Чонгук решил вырезать ее и поздравить Тэхёна с днем рождения. А Тэхён выложил полное фото, подписав: «Спасибо участникам и особенно Чонгуку за поздравления». И да, прошло 2 года с тех пор, как Тэхён на эфире после концерта рассказал об этом легендарном фото. Правильно сделал, что рассказал, пусть знают, кого он предпочитает всем остальным, и не навязывают не весь кого. Давайте вспомним это. Одна из самых любимых и информативных трансляций, благодаря Тэхёну. Внимание Тэхёна всегда практически сосредоточено на Чонгуке, и не важно, что за спиной у него сидят 2 Хёна. Все внимание на Чонгука, он даже развернулся практически полностью к нему. Иногда такое чувство, что он как будто поглощает его. Тэхён слишком в Чонгуке. Есть мнение, что Тэхён влюбился первым, а Чонгук сильнее. Так думают многие. Я же думаю наоборот, что первым влюбился Чонгук. А Тэхён сомневался, но постепенно принимал любовь Чонгука и сам полюбил его. Тэхён без сомнения принял его любовь. А теперь их сам дьявол не разлучит. Они одно целое, одна душа и сердце на двоих. Теперь друг без друга никуда. Они оба любят друг друга. Хотя мне также нравится думать, что это случилось обоюдно. Возникло взаимное притяжение, которое началось от взаимопомощи друг дружке в нелегкие времена, от поддержки, от общих интересов и так далее. То бишь дружба переросла в ласку, чрезмерную тактильность, понятие субъективной зоны комфорта началось размываться. Вопрос в том, кто первый вслух высказался об этом магнетизме. Думаю, Тэхён, он более прямолинеен. Чонгук, возможно, намеками, метафорами подкрадывался. Но важно то, что и по сей день они продолжают уважать друг друга и оказывать гиперподдержку в любых ситуациях. Чонгук же более порывист, ярко отзывчив на ласку и чисто по-корейски воспитан на уважении к старшим, поэтому сомневаюсь, что он мог открыться первым. Второе место. Тэхён, очевидно, нехило так кинкует на мускулы и тело своего секси-парня. Тэхён сказал: «Я не могу забыть его мускулы. Хватит тренироваться, чтобы еще больше нас дразнить. Если Чонгук начнет ходить в спортзал, он серьезно съест нас всех, мы умрем». У Чонгука красивое тело, у него хорошее телосложение. Чонгук на 99% состоит из мускулов и на 1 из ярких глаз. Мышечный монстр. И стоит помнить, что Тэхён любит смотреть, как Чонгук тренируется без футболки, ахая и охая. Телепатия. Синхронизация прошла более чем успешно.
Не секрет, что Тэхён, как и Чингук, является кумиром Троя Сивана, который является открытым геем, совершивший свой каминг-аут в 2013 году. Естественно, все песни, видеоклипы Троя об однополой любви, вытекающих отсюда проблемах, трудностях и сложностях на пути такой любви, о ее свободе. Одним из первых случаев, когда мы услышали песню Сивана из плейлиста Тэхёна, была песня «17», песня о однополой любви. Кстати, является ли совпадением повторяющиеся одинаковые жесты Чингука, Тэхёна и Троя с его бойфрендом на фото? Не думаю. Первое место. Давайте вспомним этот момент. Все еще думаю о том, как Чингук и Тэхён стали эмоциональными во время выступления Холзи. Дело в том, что происходящее на сцене было им так хорошо знакомо. Это запретная любовь. Тот факт, что в конце у них даже были слезы на глазах. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!